Nein, wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Ja! Я говорил в начале видео, что фото и картин от Бисмарка осталось очень много. Вон, даже на Кинохронике была работа главного калибра. А это дополнительный блок фототравления, купленный еще для Варяга, звезды. Шлюпбалок разных там 100 штук. А я тут беру пару крючков для кранов нашего линкора. Сборка крана. Тут мало деталей, основу я уже сделал. Стрелу крана вставлять не надо. И приклеивать тоже она должна свободно болтаться. Далее катушка, основание со штифтом, вот они. А я с помощью скальпеля вырезаю крюки. Вот два мелких выбрал и продемонстрирую их поближе. Их надо будет загнуть внутрь, ну то есть привести в некий рабочий вид. Вот так. Так и приклею оба. Вот сюда, в это место, а пока я займусь мелкими деталями надстройки. Вот это прожектор, он большой, еще есть несколько малых. Вот второй. Его прожектор нужно из 3 деталей собирать. Показываю все очень подробно, как одна в другую вставляется. Ну и приклеивается, конечно. Вот таким образом. Все. Вы видите на 9-м листе дымовую трубу линкора. Вот 2 части трубы, а вот остальные детали вокруг. Так, трубу я соединяю. Важно, чтобы не было щелей, но, к сожалению, они будут. Сверху, вот сюда, приклеивается вот такой мостик, на котором, видите, 4 отверстия. Вниз вставляется еще один, и вот такие вот. Но это не краны, это на самом деле антенны. Сверху я вставляю прожектора и автоматы ПВО. Большие прожектора справа и слева в собственных гнездах. Вот так красиво получилось. Это большие прожектора в собственных гнездах. Сверху, как всегда, будет черная венчающая дымовую трубу часть. Это обязательно. Решетка на дымовую трубу сверху готова. Вот здесь будут 2 малые шлюпки со шлюпбалками. Вот шлюпки. Вот шлюпбалки. Мне откровенно не нравится соединение. Вот эти, посмотрите, пожалуйста. И тут огромные щели. Я буду это замазывать, и я буду это закрашивать. Обязательно. Здесь тоже. Как я говорил, на трубе будет щель. Так, что у нас там дальше по схеме? Установка кранов и некоторых деталей. Вернемся к кранам. Краны зафиксированы в тисках, чтобы приклеить мелкие крючочки. Вот таким вот образом. Теперь я устанавливаю эти краны в их отверстия в палубе. Ну и время устанавливать на место нашу главную надстройку, над которой я работал в предыдущей серии. Снова скажу, что детали Тайми очень примитивные, но очень эргономичные. Справа и слева блоки лодок. Устанавливаются они сразу, без всяких проблем. А за ними время установить единственную дымовую трубу корабля. Да, вот так просто раз и все. Ну и обещанные малые грибные лодочки вот здесь. Справа и слева по бортам. Шлюпбалки к ним. Вот последняя 10-я страница нашей инструкции. Тут много работы. Вторая надстройка, блок с лодками, мачта и
самолета Рада. Ну, собственно, с мачты я и начинаю. Несколько деталей будет приклеено на грот-мачту. Вот таким образом. И вот таким образом. Надо будет подкрасить немного некрасиво. Так, а это что? Это пара гнезд с прожекторами. Вот так вставляется один, потом другой. Ну, а в середину вот это гнездо с дальномером. А я буду собирать второй радар с такой же металлической решеткой. И устанавливаю все это на надстройку. Впереди будет пара автоматов ПВО. Вот они, пожалуйста. Вот еще одно гнездо с дальномером, которое устанавливается вот здесь, впереди посередине. Так. По бокам надстройки вот такие стенки. Здесь и вот тут. А сверху будет зенитное вооружение. И вот такие вот еще решетки, кроме этих зениток. Сейчас зенитку последнюю поставлю и покажу. Вот здесь и здесь. По 2 штуки на борт. Да, и вот тут такие же блоки решетки по обе стороны. Вот так вот одна и другая. Далее я собираю отдельный мостик. Вот тут будут его опоры. Таким вот образом устанавливаются, приклеиваются, и мостик пока рядом с надстройкой пусть постоит, а я буду доклеивать грот-мачту. Я, не торопясь, аккуратно устанавливаю надстройки корабля. Вот после грот-мачты. Вот здесь. Да, встала нормально. И вторая надстройка. Вот Тами молодцы, все-таки удобно у них, хотя и простовато. А я отделяю от литника флагшток с поддерживающими штангами. Большой флагшток устанавливается на корму корабля. Вот так. Мы смотрим на то, что получилось. Корабль в основном уже готов. Вы видите, что почти все детали установлены на их места. А вот тут по борту одна шлюпка, а на ней еще другая шлюпка. Покажу поближе сейчас их. Вот так она устанавливается. А вот лебедки по левому борту и по правому. И знаете, что интересно? Вот на детализированной модели из игры их нет. Обратите внимание на эти средства ПВО. Я решил, что улучшать модель от Тами нужно. И вот что я делаю. Лебедки долой, отверстия за них закрашиваю цветом тен. А вот несколько автоматов ПВО. В основном остались от принца Ойгена. Я их покрашу выбранным EGN Grey. И отсюда пара одноствольных ПВО тоже будет убрана. Вот так. Раз. И два. Хорошо, что остались отверстия, потому что они мне сейчас понадобятся. Вместо них устанавливаю вот эти одноствольные в середину, как и 3D модели. Ну и еще по одному одноствольному автомату и двуствольные ПВО последним рядом. Всего теперь их 8. Вот последний ряд. Ну, посмотрим на эту красоту сверху. А теперь сравним то, что получилось с компьютерной моделью. Ну вот, собственно, так оно и должно быть. Здесь я хочу обратить ваше внимание на полное отсутствие трапов. У Тами не было в комплекте фототравления. Я напомню, что покупал эти детали я отдельно. У меня просто не было столько одинаковых трапов в остатках от прошлых моделей. На корабле вот тут будут трапы, еще мелкие лесенки по бортам надстроек. Я их вам показал.
Вот сюда и сюда необходимо приклеить трапы и лесенки. Но для начала их необходимо покрасить, что я и делаю, пусть высохнут, я займусь самолетом пока. Вот так выглядит Арадо слева, 196-й от Трампетера, это вот он, пожалуйста. Вот слева, я ошибся, что было в комплекте Тами, вот этот серый, разница есть, не так ли? Отделю детали от литника. Отчего они почти всегда из прозрачного пластика. Никто не знает, возможно, этот пластик позволяет показать гораздо больше мелких деталей. Тогда и остальные детали можно было делать из такого пластика. Вообще был бы красивый корабль. А я пока склеиваю гидроплан-разведчик. Донором выступил младший партнер Бисмарка по тому всемирно известному морскому бою, где они худ потопили. Ну, я рассказывал про это. У этого самолетика замечательная детализация из десяток деталей. Как я уже упоминал, эта модель у меня получилось очень много доработок. Я про модель корабля. И частей, которые Тамия решила забыть. В общем, не менее 2 десятков апгрейдов. Вот самолет почти готов. Пора заняться его поплавками. Это всегда самое сложное и тонкое в работе над гидропланами. А Марадо часто использовался в войне, хотя этих самолетов наделали не так уж много, всего более 500. Интересно, что именно эти самолеты служили по обе стороны. То есть часть из них изначально попала в ВВС Великобритании. Ну вот фюзеляж установлен на поплавки, и пусть клей подсохнет, а я с помощью скальпеля пока буду вырезать леерные ограждения. Вот таким вот образом. Аккуратненько. Вот. Первое. Вот они все. Я продолжу со следующей рамкой. А вот трапы, о которых я говорил чуть ранее. Я вообще обещал показать разницу между самолетами. Вот смотрите. Краш трехлопастной пропеллер в черный цвет. И вот так вот получается у нас и точечка. Точечка красная. Обязательно красной краски. Вот здесь. Посмотрите, что получилось. Пора покрасить корпус самолета. Цвет в соответствии с требованиями схемы окраски будет темно-серым снизу и почти белым сверху. Я покрашу вот здесь и тут поплавки сверху. Установлю винт, а фонарь кабины установлю в самую последнюю очередь. Пока начинаю работать с леерным ограждением по всему периметру. Вот посмотрите на самолет. Пусть постоит чуть-чуть. Вот, пожалуйста, я устанавливаю первую часть. Вот здесь уже окончательно все установлено. Пока клей сохнет. А я нашел вот такую декаль у карманного линкора Граф Шпей. Судя по изображениям в интернете, у Бисмарка такой орел на корме тоже имелся. Вот так. И чуть-чуть подкорректировать еще. Так, самолет. Пора ставить фонарь кабины и отправлять его на пусковую установку. Но сначала кресты и номер на фюзеляже. Вот кресты на плоскостях. И вот здесь точно так же. Ну все на месте. И Арадо занимает свое место на направляющие рельсы паровой катапульты линкора. Время устанавливать дополнительные детали, а именно те самые трапы. Ох, некрасивая щель. Отошла часть стенки, и я ее подклеил. Так, вот она, эта щель, а вот 2 трапа, а вот 3. И еще там 4 должно быть бортов и кормы. Ну, а я устанавливаю леерное ограждение не только на палубу, но и на все надстройки. В общем, понадобилось чуть менее 1,5 метров этого ограждения. Вот такая угловатая форма будет здесь. И здесь еще небольшой фрагмент. Вот он. И я показываю, как устанавливал все это леерное ограждение на корабль. О, вот тут вот внизу подклеить трап необходимо, а то отошел. Так аккуратно. Какие-то части леерного ограждения с углами, какие-то закругленные, вот, например, это. Вот я показываю места, куда буду устанавливать части леерного ограждения. Здесь. И вот тут сверху, вот здесь вот. Работы тут было много. В этот раз мне пришлось вымерять и вырезать каждую часть отдельно. Подъем флага. Флаг у Тами бумажный, пришлось склеивать детским клеем карандашом. Вот я его вырезаю ножницами. Вообще не помню, чтобы
такие бумажки были у кого-то еще из производителей. Ну, кроме «Звезды». У меня 2 линкора и крейсер «Варяг», от нее у них у всех такие были бумажные флаги. Итак, флаг на корабле поднят. Посмотрим на то, что получилось. Нормально получилось, хороший флаг. Теперь разглядываем, что у нас с корпусом, деталями и рангоутом. Ну и, наконец, пора заняться такелажем. Вот этим зануднейшим делом я вас грузить не буду. Каждый выбирает для себя, делать такелаж или нет. Откуда схемы брать, разрабатывать свои приемы. Первый раз у меня нить аммо 0,3 мм, по-моему, неплохо получилось. Оценивайте, комментируйте и спрашивайте меня, если в процессе моего рассказа про сборку, окраску линкора Бисмарк был что-то не вполне понятно или я случайно пропустил. Возможно, что модели от Revell масштаба 1 к 350 и кучей дополнительного фототравления, несомненно, выглядела бы и лучше. Но у меня оказалась простая и очень мало детализированная моделька. Ну, как смог, я улучшил линкор. Как говорил мой дедушка, кстати, немец по национальности, но советский, лучший враг хорошего. И на этой мудрости я с вами прощаюсь. До следующего видео. Ваш Артезан Мороз.